Черная редька с медом – одно из самых известных народных средств от кашля. Его использовали наши бабушки, его советуют и сегодня. Но действительно ли это работает? Или это просто красивая традиция? В этом выпуске мы спокойно разберем. Почему редька жжет, что в ней содержится, как именно она может влиять на дыхательные пути, как правильно приготовить и в каких случаях ее лучше не использовать. Без мифов, без обещаний лечить все, только факты. Черная редька – это не просто овощ с резким вкусом. Это растение семейства крестоцветных. Родственник горчицы, хрена и капусты. И именно родство с горчицей многое объясняет. В тканях редьки содержатся глюкозинолаты, особые природные соединения. Пока редька целая, они относительно нейтральны. Но стоит ее разрезать или натереть, как запускается ферментативная реакция. Образуются изотиоцианаты, вещества с резким запахом и жгучим вкусом. Именно они вызывают ощущение жжения во рту. Именно они заставляют нас морщиться. Но именно они и запускают физиологический ответ организма. Когда такие соединения попадают в полость рта, раздражаются рецепторы слизистой. Это не повреждение, это умеренная стимуляция. Организм реагирует усилением секреции. Увеличивается слюноотделение, активируются слизистые дыхательных путей, усиливается выработка бронхиального секрета. И вот здесь начинается самое интересное. Кашель – это защитный рефлекс. Он нужен не для того, чтобы нас мучить, а чтобы очищать дыхательные пути. Но кашель бывает разным. Сухой, когда слизистая раздражена, но мокроты нет. И влажный, когда слизь есть, но она густая и плохо отходит. Черная редька не подавляет кашель. Она не выключает его, она действует иначе. За счет раздражающего рефлекторного механизма она может усилить образование более жидкого секрета и облегчить его выведение. Проще говоря, она помогает сделать кашель продуктивным. Именно поэтому это средство традиционно применяли при затяжном влажном кашле, когда в груди что-то стоит, когда есть ощущение тяжести, но мокрота плохо выходит. Теперь о меде. Мед в этой смеси не просто для вкуса. Хотя вкус, конечно, тоже важен. Чистая редька слишком резкая, но мед выполняет сразу несколько функций. Во-первых, он смягчает слизистую горло, обволакивает ее. Уменьшает ощущение першения. Во-вторых, он обладает умеренными антимикробными свойствами за счет ферментов и осмотической активности. В-третьих, мед вытягивает сок из редьки. Это естественный способ получения растительного экстракта без нагревания. Когда вы вырезаете углубление и кладете внутрь мед, начинается процесс осмоса. Сок редьки постепенно смешивается с медом. Получается густой сироп, концентрированный, активный, но при этом мягче, чем чистый сок. Это простая, но очень продуманная народная технология. Важно понимать еще одну вещь. Черная редька – достаточно сильное растение. В ней есть не только глюкозинолаты, но и витамин С, фитонциды, серосодержащие соединения. Все это усиливает общий стимулирующий эффект. Но натуральный не значит безопасный в любых количествах. Когда сироп попадает в организм, активные вещества раздражают рецепторы полости рта и глотки. Через нервные рефлексы это воздействие передается в дыхательные пути. Усиливается секреция бронхиальных желез. Мокрота становится менее вязкой. Организм легче ее выводит. Этот механизм называется рефлекторным отхаркивающим действием. По сути, он схож с принципом работы некоторых аптечных средств растительного происхождения. Но есть нюанс. В домашних условиях концентрация активных веществ всегда разная. Все зависит от сорта редьки, ее зрелости, количества меда и времени настаивания. Поэтому важно соблюдать умеренность. Классический способ приготовления выглядит так. Берут плотную черную редьку без повреждений, срезают верхушку,
удаляют часть мякоти, кладут внутрь 1-2 столовые ложки меда, накрывают крышечкой и оставляют на 8 или 12 часов. За это время образуется сок. Принимать обычно рекомендуют по 1 столовой ложке 2-3 раза в день после еды, не более 3 или 5 дней подряд. Если улучшения нет, увеличивать дозу не нужно. Это не ускорит процесс. В таком случае лучше обратиться к врачу и уточнить причину кашля. Теперь о том, когда это средство действительно уместно. Оно может быть полезно при простуде, при остаточном влажном кашле, при ощущении густой мокроты. Но оно не подходит при сухом лающем кашле, при высокой температуре, при боли в груди, при выраженной одышке. В таких случаях требуется медицинская оценка состояния. Также важно помнить о противопоказаниях. Черная редька стимулирует не только бронхи, но и желудочную секрецию. Поэтому при гастрите с повышенной кислотностью, при язвенной болезни, панкреатите, тяжелых заболеваниях печени или почек ее лучше избегать. Мед может вызывать аллергические реакции. Поэтому, если есть склонность к аллергии, начинать нужно с минимального количества и внимательно наблюдать за реакцией организма. Почему же это средство не исчезло и продолжает использоваться? Потому что оно доступное, простое, недорогое. И при легких состояниях действительно может дать ощутимое облегчение. Но важно понимать главный принцип. Народные средства живут веками не потому, что они творят чудеса, а потому что при большинстве легких простуд организм способен восстановиться сам. Средство лишь немного помогает естественному процессу. Черная редька с медом – не волшебство, но и не пустышка. Это стимулирующее, рефлекторное средство, которое может помочь при влажном кашле, если использовать его разумно и недолго. Главное – понимать, как оно работает. Если вам близок такой спокойный и честный разбор природных средств, подписывайтесь на «Лесное дело». Здесь мы говорим о растениях без преувеличений, без обещаний вылечить все. Только природа и здравый смысл.